Palm Jebel Ali. Все вы слышали, конечно же, про этот грандиозный мега-запуск, новое чудо света. Пока застройщик Нахил нам отправляет множество сообщений о том, что успейте зарегистрировать своих клиентов на будущий лонч, будущий запуск новых вилл на этом острове Palm Jebel Ali. Во время сбора информации и перед подготовкой видео я думал о том, какими эпитетами описывать этот грандиозный мастер-проект. Давайте все-таки съездим туда и воочию объективно посмотрим на эту картинку, посмотрим на море, посмотрим, как идет строительство и идет ли оно вообще на самом деле. Поэтому я собрал все вещи, взял даже с собой плавки, обязательно заехал в Starbucks, я уже в автомобиле, и впереди нас ждет дорога на Пальму. Сделали небольшой привал для того, чтобы рассказать, собственно говоря, про маршрут. Дорога от аэропорта DXB, ну и примерно от моего дома, занимает, наверное, около часа. Если ехать от нового аэропорта Аль-Мактум, который сейчас активно развивается, находится на юге города, дорога занимает минут 30. Кстати, несколько слов про аэропорт Аль-Мактум. Более 250 миллионов пассажиров ежегодная пропускная способность. Инвестиции в этот аэропорт составили уже на сегодняшний день более 35 миллиардов долларов. Соответственно, из этого аэропорта в основном и будет туристический поток в сторону Джебель-Али. Что мы здесь видим? Нам на самом деле ехать еще минут 15. Джебель-Али на сегодня это индустриальная зона, это один из самых крупных портов на Ближнем Востоке и в целом в мире. Да, мы видим за мной контейнеры, это уже означает, что где-то рядом здесь порт и Джебель-Али. Там вот, наверное, видно за этими пальмами или нет, там вот эти всякие приспособления для логистики, и там начинается порт. Дальше идет дорога в сторону Пальмы, вот надо будет проехать еще несколько километров, потом поворот налево, и мы будем уже на въезде на основание Пальмы. Там уже сформирован небольшой курорт, называется Джебель-Али Резорт, но будем откровенными, пока сейчас там отдыхают в основном пенсионеры. Друзья, сегодня я вообще не в типичном формате. Вы привыкли меня видеть в костюме, в подкаст-студии. Но сегодня мы обозреваем Palm Jebel Ali. Поэтому я приехал на пляж для того, чтобы показать вам, собственно, локацию, море и песок. Вот. Эти видео я записываю для того, чтобы полностью погрузить вас в контекст событий. Поэтому мне очень важно, чтобы вы подписались на этот канал, поставили лайк к этому видео. Кнопочка подписаться и колокольчик будет выведен на экран. Я вам благодарен за оценку этого ролика. Ну что, наш план не совсем был реализован в том виде, которое мы планировали. Мы хотели заехать прямо туда, вглубь Пальмы, но там пропускной режим, строятся дороги. К слову, Нахил и Dubai Properties заключили договор с RTA, это местная транспортная служба, департамент, для того, чтобы строить дороги. Соответственно, въезд туда закрыт, и единственный способ, который сейчас доступен, это туда прилететь на вертолете. Поэтому для того, чтобы хоть как-то обозреть это на камеру, я приехал вот тот самый курорт JA Resort, про который я говорил во время нашей поездки, с которого, собственно говоря, я и снимаю. Вокруг здесь очень много отелей. Огромный песочный пляж, несколько бассейнов, всякие разные зоны для отдыха, но мы сегодня не для этого. Вернемся к Пальме. Значит, здесь за моей спиной вы видите въезд, это так называемое основание Пальмы, вдоль которой построены уже
предварительно, да, бетонное сооружение для того, чтобы там шла такая большая дорога вглубь. Дальше, если проехать по этой дороге, там будет так называемая спина. Эта пальма называется по-английски spine. Это действительно название не случайно выбрано, потому что от этой спины, как ребра, будут ответвляться по 8 веток в каждую сторону, направо и налево. Итого всего 16 веток. Кроме того, естественно, будет ободок с левой и с правой части. Это называется 2 полумесяца. И ключевой момент заключается в том, что в отличие от Пальм Джумейри, пляж на вот этих ободках будет как внутренней, так и с внешней стороны, благодаря тому, что уже построен вот этот вот волнорез, который защищает внешний обод пальмы от волн, которые идут с открытого моря. Поговорим, конечно, про площадь. Весь путь вот по этой дороге, вплоть до короны, так называемой, которая располагается прямо на окончании пальмы, это 7 километров. Общая площадь 5200 гектар, что более чем в 2 раза больше, чем текущая Пальм Джумейра. Сам по себе остров Пальм Джумейра — это, естественно, насыпной остров, и построен он из камней, бетона и песка, и глубина строительства составляет 40 метров. Друзья, спасибо, что вы смотрите это видео. Многие уже знают, но для кого-то это впервые, о том, что я веду свой телеграм-канал, в котором помимо видео, которые я публикую в YouTube, я также выкладываю самые ликвидные объекты недвижимости в той огромной массе проектов, которые выходят в Арабских Эмиратах. Ссылка на этот телеграм-канал будет указана в описании к этому ролику, а также появится на экране. Подписывайтесь, а мы продолжаем видео. Вернемся к веточкам пальмы, которых у нас 16, напомню. Здесь ключевой момент. С этим поработал Нахил очень серьезно, потому что, кроме того, что они стали больше, расстояние между ободками пальмы стало существенно больше. Если мы сравним со старой пальмой, минимальное расстояние между двумя ветками на старой пальме составляло 30 метров. Здесь они эту цифру увеличили практически в 3 раза, и более 100 метров — это самая узкая часть. Самая широкая достигает практически полукилометра. Соответственно, от ветки до ветки не каждый сможет даже и проплыть. Это дает ключевой момент. То, что внутри пальмы вода будет чище, она будет проточная, потому что мы очень часто слышим по старой пальме возражения о том, что вода там застойная. Соответственно, здесь за счет увеличения площади, расстояния между ветками, полумесяцем и так далее, воды станет больше, и проток воды станет существенно более эффективным. Продолжим про ветки. Ветка — это, безусловно, самое эксклюзивное и самое дорогое лакшери место для проживания на Пальме, потому что здесь будут располагаться только виллы. Нахил на сегодняшний день объявил о том, что виллы будут стартовать приблизительно от 660 квадратных метров, будет 5-6 спален. Высота их будет G+2, то есть это будут трехэтажные виллы. Давайте сейчас это изображу здесь на песочки. Значит, вот у нас будет веточка, дорожка. Здесь будут виллы с каждой стороны. Внимание, у каждой виллы будет свой доступ к пляжу, бассейн, если требуется. Между многими виллами будет располагаться так называемый Pocket Garden, где будет, так называемый парк, да, что дает большую такую эксклюзивность и закрытость от взглядов соседей. Ключевой момент по дизайну. Здесь не будет вот этих вот вилл с арабским стилем. Нахил поработал сразу с несколькими архитектурными бюро, и в результате у них будет на выбор 10 разных дизайнов. Это будут современный европейский дизайн, который понятен россиянину, выходцу из СНГ, европейцу, американцу. Здесь не будет вот этих вот традиционных, песочных, старых вилл, которые мы часто можем встретить на Пальм Джумейре. Одним из самых главных контраргументов против пальмы Джебель-Али является ее локация, как ни странно. Часто слышим возражения о том, что рядом располагается порт Джебель-Али, крупнейший порт Ближнего Востока и всего мира. Мы видим действительно вот эти вот краны за моей спиной. На карте действительно очень близко выглядит. По факту, относительно для каждого это уже индивидуальная история. Конечно же, если вы будете располагаться на правой стороне, при въезде, правой стороне полумесяца, ободок пальмы, конечно же, тот факт, что рядом располагается порт, будет о себе давать знать, его видно. Но, тем не менее, если, например, ваш отель или вилла, которую вы приобретаете, или квартира, которая будет располагаться в центре Пальмы или слева, в этой части порт достаточно далеко, его даже, наверное, оттуда и видно не будет. Поэтому этот фактор, наверное, надо брать во внимание в том случае, если вы рассматриваете расположение вашей квартиры или виллы в правой части въезда в Пальму.
Давайте пробежимся по презентации, которую выкатил почти на 100 страниц Нахил по поводу презентации Palm Jebel Ali. И начнем мы, наверное, с одного из главных слайдов, который посвящен размерам и ключевое расстоянию между элементами пальмы. Обратите внимание, что Palm Jebel Ali существенно больше превышает в размерах пальму Джумейра. И расстояние здесь не только больше в глубину, то есть в Персидский залив, но и, естественно, в ширину. И ключевое между элементами. Обратите внимание, что здесь также добавлены две дороги, которые позволяют попасть на оба полумесяца. То есть, таким образом, дорога будет идти не только через основание пальмы, но и можно будет въехать на левую и правую часть пальмы напрямую, что существенно, конечно же, снизит транспортную нагрузку. Сегодня на Palm Jumeirah огромные пробки, особенно в час пик. Да и в выходные дни, на самом деле, там тоже достаточно сложно проехать. Кроме того, расстояние между ветками огромное, доходит практически до 400 метров, что обеспечивает протекаемость воды. Да, это означает, что там не будет такой застойной воды, как на пальме. Расстояние между ветками и полумесяцем достигает 630 метров, что дает тот же самый эффект. Но давайте по структуре. Значит, пальма состоит из основания, из вот так называемой спины, от которых, как ребра, отходит 16 лепесточков. Ну и на основании, на самом окончании пальмы находится так называемая корона, ну и, конечно же, полумесяцы. На видео я также упоминал о том, что у пальмы по левую и правую сторону есть еще такие два волнореза. Эти два волнореза обеспечивают безопасность и ключевую возможность делать пляж на внешней стороне ободков пальмы, чего нету на Palm Jumeirah. На Palm Jumeirah, напомню, все пляжи находятся внутри пальмы. Давайте пробежимся по каждому элементу этой большой сложной конструкции, огромному проекту Palm Jebel Ali. Значит, первое, с чего мы начнем, это корона. В этом месте будет скорее такой развлекательный культурный хаб. Здесь будут отели, места для проведения различных мероприятий. Будет, скорее всего, какое-то здание, как здесь написано, Iconic Landmarks, то есть что-то подобное Royal Atlantis или Atlantis The Royal на Старой Пальме. Эта корона будет располагаться на расстоянии 7 километров от материка. Мы видим, что здесь будут всякие всевозможные салюты, панорамные виды и прекрасное место для прогулок. Далее идут два полумесяца протяженностью совокупно 17,5 километров, что существенно превышает практически на 5 километров расстояние полумесяца на Palm Jumeirah. На полумесяцах будут в основном располагаться отели, места для отдыха, променад. И здесь появятся вот эти два волнореза, которые будут одновременно еще и причалами для яхт. Идем дальше. Основание пальмы прямо при въезде. Это один из 3 въездов на пальму. Концепция будет несколько пересекаться с Palm Jumeirah. Здесь будут причалы для яхт, также отели. Также, возможно, будут такие большие, заметные с материка огромные здания, которые будут являться достопримечательностью этой части пальмы и в целом пальмы Jebel Ali. И будет большой-большой пляж, который будет доступен для резидентов. Что-то похожее реализовано на Palm Jumeirah, где также вдоль основания идет огромный пляж, где располагается большое количество бич-клабов, ночных заведений и так далее. Двигаемся дальше вперед в сторону короны. И здесь мы попадаем на так называемую спину, про которую я уже говорил в самом начале. Здесь будут эксклюзивные резиденции, малоэтажные дома с прямым доступом к пляжу, своими бассейнами, wellness-центр, комьюнити-центр. И самое главное, здесь будет очень много зелени, и по центру будет располагаться большой парк. Завершая эту презентацию на Нахил, я также покажу вам, как будут выглядеть веточки пальмы. Обратите внимание, что на ветках будут только виллы. Они все будут располагаться на расстоянии друг от друга. Здесь не будет, судя по презентации, вилл, которые соприкасаются друг с другом стеной, так называемые semi-detached виллы. Будет много зелени. Здесь будет доступ к пляжу, как и на Palm Jumeirah, то есть с одной и с другой стороны свой приватный пляж и бассейны в каждой вилле. Виллы на ветках являются, наверное,
вишенкой на торте всего этого проекта, потому что это самая эксклюзивная, приватная и самая дорогая локация этой пальмы с точки зрения жилой недвижимости. Подробнее про характеристики вилл я рассказал в другой части этого видео. Ну а мы возвращаемся обратно на локацию и продолжаем. Друзья, плюсы и минусы, вообще выводы, свое мнение в отношении новой Пальмы Джебель-Али я, наверное, оставлю для немножко другого формата. Я его запишу в конце ролика в более подобающей обстановке. А поскольку я сейчас на пляже, грех не воспользоваться и не сходить искупаться. Итак, кто досмотрел видео до этой части, тут будет, наверное, все-таки самые интересные факты. Давайте рассмотрим плюсы и минусы и взвесим, собственно говоря, этот проект на весах привлекательности покупки там. Ну, начнем, наверное, с минусов. В целом большой чек. На сегодняшний день вход практически $5 миллионов, да, в рассрочку, но вы покупаете при этом премиальную недвижимость государственного застройщика Нахил. Второй момент, который надо отметить как негативный, это, конечно, наличие рядом большого индустриального района и порт Джебель-Али. Это самый крупный порт в Объединенных Арабских Эмиратах, на Ближнем Востоке и один из самых крупных в мире. И, очевидно, он оттуда убран не будет. То есть это системообразующее, скажем так, кластер, мероприятие, которое влияет на экономику. Очевидно, что из-за открытия новой роскошной пальмы Джебель-Али его оттуда не уберут. Но, опять же, здесь нужно просто смотреть внимательно на ту часть пальмы, какую вы рассматриваете для покупки. Как и на пальме Джумейри, я рекомендую смотреть на левую, то есть юго-западную часть, которая будет иметь более открытый вид и, соответственно, будет дальше располагаться от индустриальной зоны. Давайте к плюсам теперь перейдем. Конечно, это чудо света. 8, 9, 10, неважно, многие сейчас такими красивыми заголовками называют свои новые проекты и не только в сфере недвижимости. Да, действительно, огромное количество территории у воды появляется на искусственном острове. 5200 гектар, я уже говорил про эти цифры. Множество пляжей, множество развлечений, которых я в течение этого видео вам рассказал и показал. В Дубае за такие деньги вы не найдете виллу такого качества и с таким дизайном. Я напомню, здесь над дизайном поработали европейские архитекторы, и концепция жизни будет совсем другой, нежели чем на Пальм Джумейри. Еще раз подчеркиваю, за бюджет 5-6 миллионов долларов на первой береговой линии что-то современное, свежее у воды с выходом собственным к морю и пляжу вы не сможете найти. Если вы инвестор и покупаете для того, чтобы этот объект капитализировался. Небольшое философское рассуждение. Я разделил вообще, в принципе, моих личных клиентов на две части. Те, кто покупает до $1 миллиона, и те, кто покупает объекты стоимостью более $1 миллиона. Так вот, как показывает практика, те клиенты, которые покупают бюджет большим бюджетом, чем $1 миллион, то есть, соответственно, потенциальные клиенты на Пальме Джебель-Али, в целом у них нету особых иллюзий по поводу того, чтобы купить и перепродать там, в течение строительства и так далее. Это та самая история. То есть это игра в долгую. Но при этом, безусловно, такой объект в портфеле инвестора не просто может или должен быть, да, в зависимости от того, нравится вам это или нет. Это действительно статусная история. Поэтому, если вы рассматриваете инвестиции, то, конечно же, это вырастет в цене, но надо смотреть с горизонтом на несколько лет, потому что сейчас вы заходите на эту локацию прямо в самом ее начале. Нужно будет дождаться завершения строительства, когда все будет построено, когда уже инфраструктура на Пальме появится, она уже начинает появляться. Да, мы видели уже строительство там мостов, дорог, и там уже проходит строительство и коммуникаций в том числе. По поводу инвестиций, второй момент, который я хочу подметить. Многие скептически смотрят на Пальму Джебель-Али, я, опять же, прекрасно их понимаю. Но давайте вернемся на несколько лет назад. Те же скептики говорили о том, что ничего не получится на таких полуостровах, как Blue Waters. Кто-то раньше смотрел также на Пальм Джумейру. История с островом Булгари. Множество скептических инвесторов смотрят на новые насыпные территории весьма
аккуратно и осторожно. Ну, так вот, тот, кто готов принимать не самые, скажем так, очевидные решения и входить в новые локации, особенно у моря, тот, собственно говоря, и будет делать так называемые иксы, как это здесь модно называть. Собственно, вот я взвесил, наверное, все за и против, постарался быть объективным. Вам решать, нравится этот остров, не нравится, покупать или не покупать, но, во всяком случае, я сделал все возможное для того, чтобы у вас была полная картина. Это видео, безусловно, будет жить в интернете очень долго. Мне будет интересно вернуться к нему лет так через 5 и посмотреть, были ли оправданы мои ожидания, что в итоге произошло со строительством и как это было реализовано по сравнению с тем, что сегодня планируют Nahil и Dubai Properties. Поэтому будем надеяться, что все эти 5 лет, 6-7, сколько это видео будет жить в YouTube, оно будет полезным для вас. Ну, а на этом, наверное, видео можно и завершить. Вот, спасибо за то, что вы просмотрели это видео на моем канале. Я буду очень благодарен за то, что вы поставите лайк к этому видео. Это очень ценно для всех нас, кто записывает этот материал и контент для YouTube. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. С вами был Дмитрий. Пока.